Друзья, всем привет! Сегодня вот такое необычное видео. Это видео-ответ на вопрос, который очень часто сейчас в последнее время вы задаете в комментариях под видео на нашем канале. Как я отношусь к выращиванию орхидей с открытыми корнями. Это когда корни орхидей находятся в пустых емкостях. И почему я не озвучиваю эту тему, не показываю, не рассказываю подробно. В чем причина? Вот в этом видео я хочу быстренько ответить на этот вопрос. Те, кто давно подписан на наш канал с 2017-2018 года, те помнят наш проект, когда у нас было две орхидеи. И на примере значит, этих орхидей я показывал. Одна орхидея у нас растила корни в воду, прям целую бороду в воду выпускала. И мы этим видео доказывали, что, значит, ну это отдельная история, что не обязательно орхидеям нужно просушивать корни, что сушить нужно обязательно сушить корни, что сушение корней до просыхания это просто один из вариантов ухода за орхидеями. Но, значит, вторая орхидея у нас была куплена в магазине. Мы ее, уценочная орхидеечка такая, мы ее распотрошили. Это было, по-моему, в 2018 году. Мы ее распотрошили. И, значит, я обратился к зрителям нашего канала с вопросом, как ее посадить. И вот она стояла одну неделю с открытыми корнями, вторую неделю. И вот так она, эта орхидея, у нас перешла в разряд ухода с открытой корневой системой. То есть с открытой посадкой. И эту орхидею мы 2 года смотрели на нее, смотрели за тем, что будет с этой орхидеей происходить без пересадки. Это вообще был проект такой, значит, ну, на тот момент бытовало мнение, что орхидея, ну, как бы погибнет, фаленопсис погибнет с открытой корневой системой. И мы своими видео этой темой доказывали, что орхидея это эпифит. Оно воздушное, это растение. И ей, по большому счету, фаленопсису не нужен грунт. Она растет в воздухе, воздушные корни и сама орхидея. И вот эта орхидея у нас 2 года росла с открытой корневой системой. Новые корни отрастали, старые засыхали, новые отрастали, засыхали, отрастали, засыхали. И это было просто, знаете, ну, очень-очень неудобно для меня, потому что подобный вид выращивания орхидей с открытой системой в Волгограде, Волгоградской области, это, наверное, сродни подвигу какому-то, свершению, ежедневному подвигу. Почему? Потому что те, кто смотрит второй канал, который называется Тройняшкин Папа, и те, кто подписан на Яндекс.Дзен, где не только у меня там выходят влоговые видео, да, но и про орхидеи раза в 2, наверное, больше, чем здесь на канале выходит видео. И вот на Яндекс.Дзене и на Тройняшкином Папе в позапрошлом году были видео, в которых я показывал, какой у нас климат в Волгограде, какая влажность. В течение 1,5-2 месяцев в летний период у нас влажность опускается порою до 6%. Вы представляете? 6% влажности. Ну а там средняя держится в районе 12, 9, 14% влажности. Это очень-очень низкая влажность, при которой за орхидеями нужно ухаживать чуть ли не каждый день, их ополаскивать. С учетом того, что орхидеи у меня живут все во влагоемком хорошем грунте. Почему я и отказался от выращивания орхидей? Ну, мы показывали на канале, значит, в керамзите. А если в керамзите, то это нужно постоянно на мокрых пяточках, потому что керамзит быстро просыхает. У нас тоже такой проект был, очень хорошо в них растут орхидеи, но надо очень часто и хорошо следить за поливом. Не говоря уже, когда орхидеи вообще с открытыми корнями. И, в общем, содержать и выращивать орхидеи в нашем климате это очень и очень проблематично и трудозатратно, хотя все возможно. И когда температура у нас поднимается до 40 градусов в тени, это понятно, что сейчас есть всевозможные сплит-системы, кондиционеры, с помощью которых мы, значит,
в жилье в нашем, как бы обеспечиваем необходимую температуру. Но бывает так, что у нас отключают электричество. Я живу в своем доме, даже зимой выключают электричество. Но зимой можно газовую печку включить, а летом газовая печка не спасет, когда нет электричества. И когда за считанные, там, я не знаю, у меня дом находится на восток, юг и запад, с 3 сторон солнца, и когда целый день нет электричества, не работает сплит-система, буквально за считанные там минуты дом начинает нагреваться, и представляете, что чувствуют себя орхидеи, которые находятся с открытыми корнями. Это кромешный для них ад. А с учетом того, что я люблю путешествовать, люблю куда-то ездить на неделю, на 2, на 3, то вопрос ежедневного полива в 40-градусную жару орхидеи с открытыми корнями, это, друзья, отпадает сам собой. Поэтому мне приходится орхидеи сажать в хорошие грунты, которые в мою жаркую, сухую погоду могут хотя бы летом на дней 10 обеспечить орхидеям беспрерывное поступание влаги. То есть в горшках должно быть влажно, чтобы компенсировать низкую влажность, потому что, ну, понятно, что орхидеи у нас, они питаются еще и влагу берут с окружающей среды, но когда в окружающей среде пониженная влажность, то нужно им обеспечивать в горшках. Именно для этого мы орхидеи и сажаем. Не только для того, чтобы орхидея была устойчива, но еще чтобы обеспечивать ее необходимой влагой. Это, значит, первый момент. Что касается, значит, темы выращивания орхидей с открытыми корнями, это у нас тема была еще в 2018, в 2019 году. Вот та самая орхидея, которую мы 2 года выращивали с открытыми корнями, и уход за этой орхидеей был просто кошмарный. Нужно было каждый там день, 2, 3 проверять корневую, замачивать, опрыскивать, следить, чтобы корни не пересыхали, но все равно они у нас пересыхали. Орхидея очень себя грустно чувствовала в течение 2 лет, пока мы ее не пересадили вот сюда, в хороший вот такой вот влагоемкий, ну не влагоемкий, а такой дышащий грунт с мхом, с моховым фитилем. Вот она у нас уже 2 года здесь растет. Вот такая корневая система. Орхидея себя чувствует превосходно. Вот такая вот она красавица. Специально фонариком подсвечиваю. В темном углу сижу, чтобы сзади вы могли видеть вот эту всю цветущую палитру красок орхидей. Плюс еще и ароматы обалденные. Просто здесь такой, знаете, ранний утрешний рай. Да, время сейчас 6 час, я встал рано и решил записать вам это видео, вот эту вот красоту, и ответить на этот вопрос. Значит, почему я не выращиваю орхидеи с открытыми корнями? Ну, между тем, мы это на канале успешно делали. Нашему примеру последовали не только зрители, но и блогеры. Вы знаете канал Ирины «Жизнь пенсионерки в Новой Зеландии», которая тоже успешно выращивает орхидеи в открытой системе. Когда-то она была зрительницей, перенимала опыт на нашем канале. И вот меня ее часто в пример приводят новые подписчики, когда пишут: вот, а вы видели канал Ирины из Новой Зеландии, которая выращивает орхидеи с открытыми корнями? Вы ее знаете, она вот выращивает. Как вы к этому относитесь? Я пишу, что, ну, конечно, знаю Ирину. Она смотрела и на наших видео тоже в том числе училась, перенимала опыт выращивания орхидей. В общем, друзья мои, заходите в плейлисты. В плейлистах есть все темы, и в том числе и орхидеи с открытой корневой системой. Тоже есть плейлист, как выращивать. Есть определенные способы замачивание. Некоторые архаманы выдумывают, да, там день корни находятся в воде, напитываются, потом 5 дней просыхают, и вот так день питаются, полив, 5 дней просыхают и так далее и тому подобное, с открытой корневой системой. И в банках, и в кашпо, и в различных емкостях прекрасно орхидеи растут. Но, друзья, это там, где условия более-менее приемлемые, там, где хорошая влажность, там, где
температуры в тени 40-45 градусов не достигают, где влажность не опускается до 10%, там вот в таких регионах хорошо выращивать орхидеи с открытой корневой системой в Юго-Восточной Азии, в Приморской черте, в Приморской приокеанской, да, когда вокруг много воды, когда влажность высокая. Вот это с открытой системой очень-очень хорошо. В нашем климате, друзья, волгоградском, это очень-очень проблематично, но можно. А если сделать уж свою оранжерею, обеспечить ее всеми необходимыми средствами климатическими, то вообще без проблем можно выращивать. Но это, друзья, лишь только, скажем, такие мечты, вот, которые я надеюсь осуществлю, когда перееду на юг, где наконец-таки построю свою орхидейную оранжерею. В общем, друзья, вот такое видео. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Вот такая красотка, посмотрите, какие корни. Оф.